Всем здорово, ребята! Вы смотрите наш финальный влог с PMSL EMEA. Что я могу сказать? Вы увидите Disney, вы увидите Голливуд и, самое главное, вы увидите Absolute Cinema. Поэтому наслаждайтесь, приятного вам просмотра. Надеюсь, мы запечатлим все наши эмоции, весь наш спектр эмоций, и вам это понравится. Приятного просмотра! Вперед! Горка, но Было страшно, но было мало, не хватило. Было страшно, но мало, не хватило. Она не очень не быстрая и страшная, но в целом заебок. Я, если честно, сидел плакал, потому что ветер ебашил, ну и потому что Булат был рядом со мной, мы не хотели погибать. Первый игровой день у нас был такой себе, но мы, кстати, не очковали, где-то пытались пушить типов, но было много индивидуальных ошибок, из-за которых мы не могли сыграть в свою игру. И зоны, в принципе, играбельные были в первый день, могли, в принципе, играть отлично этот день, но закончили так себе. По ощущениям, наверное, каждый день финала был стабильным с точки зрения понимания игры. То есть мы абсолютно в каждый день были готовы к любой зоне, мы были готовы сыграть что угодно, мы были набирать свои поинты в каждой игре. Но в первом дне, наверное, были зоны более тяжелые, чем во второй. Мэник соло остается у Зевсов против Team Spirit, против троечки, но здесь нереально будет их закрыть, это точно. Даркина добивают. Везде просто перестрелки. Ты посмотри, там вообще его закрыли Нави, которые уже здесь оказались. Не спасти уже Серегу никак. Отступает чуть дальше Булат. Булат в соло будет разыгрывать уже не впервой ему, но здесь все знают, там где он находится. Твистмайн стакует его толпой, и Номи падает тоже. Транспорта маловато, и тачку найти тяжело, и Матик попадается под Спарка, но здесь есть тиммейты, которые, может быть, засейвят, но не успевают спасти его, и Матик погибает с концами. Здесь Номи хорошо принимает Али, забирает еще один килл сверху. Team Spirit въезжают прямо в Heroic Team Spirit. Понимают все прекрасно, уезжают моментально, но высаживают. Эффект точно минус, Номи остается один. И сколько бы они там, киллов 10 они с моста бы вытащили, 100%. Идет эффект. Но здесь единственная проблема, что если Лимон сейчас попадет в эффекта и нокнет его, то это могут быть проблемы. Но Номи тоже на подсейве, Булат тут как тут, и их забирают. В итоге Лимона. Team Spirit. 2 первых фрага для себя забрали драконы. Второй день был у нас самый лучший. Там были очень играбельные зоны для нас. Также было очень хорошее у нас макропонимание по этим зонам. Мы уже предрайвом ехали, и зоны прокали так, что мы, под нашей идеей. Одна граната потушила свет всей команде Кицуне. Какую закинул! Поехал 1-1 играть против Сереги, у которого граната была в руках. Team Spirit. Кицуне! Да ладно, Кицуне! Тащит Теуза прямо сейчас и все-таки получает нокон от Фурии, который приехал на помощь. Там отревавились более-менее уже Team Spirit и готовы здесь дальше играть с Brute Force. Главное, чтобы не напали Зевсы. Да, но у Миматик живые, они готовы вести огонь на подавление против ребят из Brute Force. Нокает эффект. Не добил пока что. Фурия, граната пошла. Нияза, перелет. Пытается Фурию развалить, но получает от Али в самый неподходящий момент времени. Как жаль, что так именно залетело, но Матик красавчик. Матик подстраховал. Эффекта добил. Там Team Spirit высаживает в свою очередь Неоза. Препода тоже Team Spirit мстят за гибель Кицуни. И это минус 2 у Brute Force, останется сольник. RCB могут сейчас. Все. Ой, как флип сладенько тут лег под эффекта. Маленькая ЛГшка спасла ему жизнь.
Team Spirit играет. О, на такие не контрятся. Броу, флип. Это возможный шанс для Ноуми закрыть всю команду RCB, забрать много поинтов, но не долетает граната. Локси все еще живой на одном хп буквально. 2 гранаты там греются со стороны Twisted Minds. Очень хотят закрыть эту команду для себя ребята из Team Spirit. В итоге Сайлос упадал в сторону ТС. 7 миллимов было у Регнум Карри. Уже Подорину настреливает. Остается один Купс, который пытается въехать сюда, но у него нет вариантов вообще на выживание. Последние 2 карты были получше, конечно. Поглядим сейчас, что будет атака. Пошел вход в упор. Сайги Эрон пытается найти возможность Матика, но от третьего лица Матик все понимает прекрасно. Кицуни здесь на втором этаже будет спрыгивать. Сейчас сверху пытается сыграть очень агрессивно и душит. Здесь одного, второго тоже. Зевсы сейчас проиграют команде Team Spirit. И Спириты забирают этот Chicken Dinner против Эрда последнего. Нужно доместить его, и это делают ребята из Team Spirit. 8-й стейдж уже не за горами, но, по-моему, Матик что-то знает по позиции Нимбабум. У него одна граната. Если... Ай, эта граната сработала. Да как же четко Матик все сделал. Он прям таймил идеально. Team Spirit. Первое место, друзья, по итогам 12 сыгранных карт. Всем салам, друзья! Сегодня третий игровой финальный день. Сегодня мы узнаем, кто же станет чемпионом. Поэтому приходите на трансляцию и поддерживайте Team Spirit. Поэтому алга, Team Spirit. Первый сезон выдался скомканным, неясным, где-то чопорным, таким странным. Вот. А второй сезон, я бы сказал, что у нас было очень много понимания, как играть, какие позиции сильные. Но лига прошла нормально. В целом понимали, что можно улучшить, что исправить. На протяжении всей лиги это делали. Очень решало, что мы примерно понимали план даже на самую худшую игру. Это, наверное, и стало таким геймчейнджером для нас. Вазик бэкает меня. Там со Спасиком дуо, трое, четверо. Команду из Туджи сразу реагирует на Team Spirit. И Тренока, бро. Добей. Да, не тоже. На камне, над кицуном. На камне. На камне у тебя, Серег. Я пошел, бро. За Вазиком поиграешь. Купса, да, есть, и будет отличный Без старт головы для он Дракона, на камне. но Купс Я его взорву чуть попозже. выстегивает, и тут же меняет свою позицию Купс. И как будто бы хочет, чтобы 77-е дальше с Team Spirit разбирались. Ну и Кицуна, что придумает? Будет ли рисковать и хилить тиммейта? Какая острая первая карта. Всех добил? Да. На начало сегодня. Серега Ползешь? не добрался. Да, я здесь себе. Ешки, выйдут От него точно. Пару секунд пожить было бы еще. Плейсмент один. Поймали меня. Эрона. Что у тебя там произошло вообще? Я в гараж упал и высадился. А ты на тачку упал? Лак. Я мог сначала в кемп упасть и потом только тачку забрать. Ладно, ничего страшного. Типа, там такой момент, что типа поживи вы еще там 15 секунд, просто личный плейсмент позабрали поинт. Мне кажется, в моменте брутфорсы могли триггернуться наверх, но из-за того, что вы хаешкой забрали одного дага, ну типа добили ног, типа глобально, то есть они просто понимали, что вы еще там где-то живете. Но это опять же. БФ, куда вы еще приехали? Они через лево наверх? Они приехали в Северку, потом приехали в шутинг, и из шутинга там вот твисты из-за того, что зафорсили типа файт, типа и с нами, там, и с дагами, БФ просто под этот шумок убили RCB, которые у них в граундах шутинга валялись, и поднялись просто наверх, въебали всех. Твисты, кстати, очканули нас пушить. У меня ты был от меня типа за деревом, и баги проезжает, и я типа вижу ее справа, перевожусь с нее налево, а там уже никого нет за рулем, понял?
А чел у тебя, типа, спрыгнул, а баги дальше проехал. И из-за этого потерял время до хуя. Типа, кричишь на мне, я понимаю, что я эту баги выбил, было бы баги легко. Нет, катку норм сыграть. Поинты есть. Все норм, бро, все, забудьте эту катку. Сейчас надо на Мирамар настроиться, включиться просто, хорошо сыграть. Ребята поинты набрали. Что еще для жизни надо, как говорится. Все, давайте. Что-то это, ну... Найс! У меня уже за это время просто 10 переломов просто за лигу. Там у тебя еще один где-то у нока. Это RCB-шники. Не хайдает, чел. Право. Вы можете желтую занять, не? Можешь идти ко мне. Я отойду. Жесткая карта. Наказывают вообще за ошибки мгновенно. Там я добил. Флекс. Стараться их На рофе сидят на роботе. Кайчик. Добил. Тот, который сейчас зайдет, он на 1 хп. Он вот, Ну, уже что-то я сомневаюсь, что вот он реально сел хилится. В спину едут еще. особо много не получит, если только эффектнее. Заклачет команду RCB, не заклачет. Как надо хорошую позицию занимать, когда тебя пушат, а не это говно. Не было, я хотел Топ-11 для Spirit. Ну, залезь наверх хотя бы. Что произошло, что не так пошло? Не забрали сильную сторону куда краше. Типа, пацаны бежали в слабую, хотя нужно было дефить сильно. Ну, на мой взгляд, что должно было быть правильно. А потом, когда принимали RCB, нужно было вдвоем играть. А вы на первый что забрали? Робота? Да, мы просто катались. Да. Робот-фри, кстати, вроде должен был быть. Ну, там очень быстро, когда зона начала прокать, там просто трак катался. А где ФФ тогда стоит? На минусе, по-моему. Ну, там карту не зумили, но они были справа от робота. Их- Перед проком, типа, уже на соске, да, стоят? Ну, возможно, там один стоял. То есть там просто, типа, Ицун видел. нагромождение ников было и так далее. Нави заехали, когда вы еще живы были, но вы не могли это видеть никак, потому что не заехали сверху. Ладно, что, фокус на Санук? Самое аккуратное, наверное, да, это только вот с зоной Горобудки. То, что очень быстро придут. То, что RCB будут забирать 2 кемпа, и там чел может инста просто с первым ганом просто побежать. Просто Ебать, кстати, на быстром перекрестке оказались вчера. Короче, просто все, типа, не суетите, играем в свою игру. 4 игры еще. Типа, это очень много. В конце этого иранки. Парни, нужно помогать. Один ног, парни. Меня давит! Жесть какая. Высадил его. Еще справа, ластовый бежит. Убил. Меня никак, бегите, играйте. У нас слева есть Дай звук, дай звук, дай звук. Стужи Я минусы нажал. были. Перед нами RCB, слева. Перед тобой. Ползайте. Плечо. Ползать надо. Стужи минус вайп. Стужи вайп. У вас справа остались и слева. Ты, мальчик, можешь перед... Нет, да, смогла выйти? Нет. Ползи, братан. Там в RCB не было нока, Серег? Не было. Кто Нельзя, нападет? короче, да? Налево тогда идите. Зона. Налево нас. Можно ползти налево У просто. вас камень даже как будто в зоне. ладно. Я за камня еду, там Не RCB надо, даже. не надо. Они надо? дальше на граунде играют. Камень есть в зоне. Я Уверен, ползу что просто ходить под не надо? камень. Там чё, может, Я думаю, да, грит, фам, смотрите, лёг. Я видел. Я не вижу, парни. Я его сейчас взорву, МБ. Дай инфу, брат. Прям 105. Где Хая взорвется? Найс, вот там ног прям. За камнями, я думаю, они лежат. Я за правый большой камень еду. Себе ниже. Локси полз первым. У вас зона есть. Его... Нам нужно влево, Пацаны, парни. налево давайте. Попали под удар Virtus.pro еще. Они рюкзаки снимали. Новыми уже в ноке. Да, Эффекты эффект. не ограничены. И RCB добавляют, ну понятно. Найс. Еще один где-то. Драма поломана, хорош. Видел за камнем, ты видел его за камнем. Сыграл Ну, уже от этого таланта. Добиваю его. Это сейф. Пожить, вы матик. Живет, бро, он живет. Он же буквально на одном хэппи секах еле-еле держится Сайлос. Летит Хая? Граната Отойди. фирменная Сайлосовская. Не Живи, попадает просто. по лайку Сайлоса. Самого сейчас сбривают ребята из Virtus.pro. И похоже, Virtus.pro готовы забирать. Лево ног, по-моему, чеки в на RCB. этой карте. Матик один остается за зоной. Тут не хилится, Ему бро, уже не никак хилится выжить. это. Вообще без вариантов для него. Надо что пережить RCB. Бля, И я все, бы его Матик убил. попытался по Изелу, потому это что не хилится был зоны. Ну в да. открытом. Как не получить инсульт в таких ситуациях, я не знаю. Норм. Математик на яйцах кемпинг зачекал, хорош. У кого лучше была ситуация из кемпов? У Твистов или у нас, когда мы с ними встретились? У вас ситуация была лучше. У вас лучше, да? Что значит с кемпов? Ну, типа, когда они, типа, поднимались в гору, и когда мы с кемпа шли, у кого лучше ситуация была? Там сложно было, там просто в моменте, если бы ВП раньше дернулись на гору, в момент первого нока, первого добива, вот если бы они сразу бы пошли, у нас был бы шанс на топ-2.
И там если... Да, остался? Да. И Матик еще выходит, он его видит за камнем, и просто хп закончились. Ладно, поинты есть. Это 2 поинта были. Да. Это так нормально. Это наша прошлая игра. Бля, опять эта гора Пайнана. Говорил, что, сука, вернется эта зона. Да. Мы также сидим в этом. Мы сидим в перике. И Серега говорит: парни, типа, никогда не заканчивается на краю второго. И она просто Ну, я имею в виду, что она все равно довольно близко к нам. Мы, кстати, как будто бы очень долго чупик забирали в моменте. Да, очень долго чупик. Это типа, ну, мы просто опасались, что там... Что, они стакнули, блядь? Да они просто на горе Пайнана валялись четвером за камнями. А они свой кемп забирали от Пайнана? Нет. Туда из Туджи просто потом, вот, куда вы заехали в кемп. Это другой кемп. А, про другой? Справа от Пайнани. Там 2 береговых близнеца Нет, там... через реку. Там никого нет? Там ВП в лейте только были. Там типа ВП просто с Пайнана стояли, RCB на горе просто. Там из Туджишник Марса такой на гору едет, просто на Мирада. А Нави зашли в Пайнань. Нет, твисты зашли в Пайнань, а Нави где-то внизу вообще там умерли. Знаешь, как мы перекресток забирали? Когда третья зона пропнула в этот кемп под горой, есть уже такие найс. А типа я такой, блядь, раз если уже там, то переки вообще никто не может бить вообще. Ну да. Чел, чисто вот так вот спалились. Паверы летели на тачках и просто упирались в ДГ, у которых не было машин. Там если бы не было столкновения, возможно, они бы залетели бы. Ну, с чубика пошли. Ну, поднялись бы в гору, закрыли бы твистов, просто чуть раньше, и пошли бы также в гору играть. Твисты где были? Справа. С Пайнана. К ним на контест же упали, у них же контест был. Они там, типа, ну, убили одного Зевса, сидели еще там минуты 3, наверное. Да, прям на руинах, прям на горе. И потом просто вчетвером они съебались, и там только к третьей синьке до Пайнана доехали. Градус может, типа, повышаться, и нужно просто не впадать... Мы норму играем. Все четко делается. С другой стороны, мы файтились 4 в 4, потеряли одного. Это еще Это норм. Это норм трейд. еще, типа, в более-менее равной позиции. Сейчас на Ирангеле аккуратнее с хуевыми разлетами, наверное, только, да? Не забываем то, что НРХ могут на сосновке брать лот в эти тачки. Давайте. Хорошая. Руки, блядь, дрожат, нахуй. Успокойся. Все, идем смотреть 4-ю игру. А, на меня Кицун! Кицун! Сейчас, подожди. Против Fireflux. Кто завалился ко мне? Один в туалете и... Плохо. Дырек у нас у двери. Героев уже некуда деваться, да. И Ферма едет. Малый. На самом деле, который может развалить. Блять, ну ко мне зашел тоже. Лифтись, просто сейфтись. Я взорвался. Двоих. Пацаны, аккуратно, вам еще третья тима заехала. Один у Кицуна, один на кавере. Я хаешка эффект случайно выпрыгнул. Матик, это антинейт. У тебя там заехали. Летит тебе. Это там Нави, если что. Хаешит вас дальше. Паверы? А, там паверы, походу. Хорошая. Хорошая греночка полетела, но не долетает до Матика. Мне кажется, у вас знаете, где сейф позиция? Справа вот в углу и героики. Все, Я да, все в бою. 3 ПТС заработали. БФ3. Тяжела судьба Такие кидают. героик. Да, несмотря на такой классный момент от Воша. Героика последнего убили. Хаджи в спину. А, Кицун, тебя кто убил? Герой. Вож, да, у тебя убил? Да-да-да. Его в памяти, значит, убили. Или стоп. Матик, тебя не видно случайно? Матик, у меня молотого нет больше. Надо тебе залутать. Хорошо, ты проход. Учитывая то, что дуплету, здесь могут их накрыть быстренько. Очень, ребята, из Twisted Minds, но это уже не считается Наваливаются. таким противостоянием, потому что все-таки 2 в 4. Еще один. Разбирают, Матик минусует, и 2 игрока Team Spirit пали замертво. Короче, смотрите, если бы героики просто не влетели, твисты бы в жизни вас не крашнули. Типа они пиздец, у них вот так вот. Сколько у них дело за это? 14 поинтов. У них мало. Не дали 14 поинтов. Мы об этом в топчик врываются, да, судя по всему? Подожди, сейчас проверю. 2 топа сегодня дали. 5 поинтов между твистами. Они первые, мы вторые. Они, понимаешь, они вот едут гору фармить. У них вот так вот, блядь, трясется. Их один флип, 4 кошмарил. 15 минут, блядь. Браво, ну такой, чумачера. Кто говорит? Давай, ну еби мне по руке, блядь. Хорошая. Все, надо идти.
Го вчетвером просто закачиваем. Лого по нам стреляет. Опасного Я еду. Для себя, По мне дапает. но не в этот раз. Тут Я заезжаю под него прям подлево. контроля. Тоже он меня высадил нахуй. Покидает С добивом. Кто это? машину первым. На самом-то деле, Матик. Майк сейчас его ёбнет. Я его носу. Но Флипа все-таки пробивает. Они не будут файтить, скорее всего. Два игрока. Спринт подходит команда Нави. Впереди, скорее Здесь всего. уже выбить Team Spirit с этой позиции будет невероятно тяжело. Причем Флип остался здесь. Надо один, на зону контролил хуёво, надо- спину, может быть, знал. Надо катать Он по укатывает левому. под кемп Движение укатывает, будет у под команды. ВД левый. Окей, давите на гору дальше. У какой-то из команд. Подкатите, парни, Направление. эффект. Ну Да, да, ща, эффект ща. Матик, я подкаврю вас. Позиции Team Spirit улетели. В лобби уже Twisted Minds. Нормально, мы дали поинты, это хорошо. Ну, короче, надо просто свою давать. Хороший. Поинт за 20. Мы просто сыграем свою последнюю, все. Типа, ну, для нас сейчас хороший, типа, опыт пластовой катки. Перед дальнейшими, как говорится, более... Знаешь, сколько таких уже было, блядь, в этом состоянии? Короче, играем в свою игру. Я говорю, левую зону можно подумать, но типа, как они могут поехать? Они могут поехать по пирсу, но они точно будут ожидать, что мы можем их перекрыть. Надо И, свою просто и играть. мне кажется, что они, знаете, мне кажется, что они в моменте при левой зоне, они просто вверх вот так вот опять поедут, вот такой Они верхнюю зону через право же, да, тоже играют всегда. Да, они типа не под нас играют, они всегда крутят типа туда вот наверх. Ну, надо просто свою играть и хорошо сыграть, и все. Это самый логичный Я вариант. думаю, нам надо будет жесткую давануть кричалочку. Ладно, мужики, сейчас зайдем на ласт, кайфанем, сыграем хорошую игру и будем рефлексировать. Ластовый, Рангель. Вас приветствует авиакомпания Team Spirit. Сегодня мы совершаем полет. Готовится Ирангель. Время полета 45 секунд. Собственно, отправляемся буквально через минуту. Давайте, пацаны. Confident, keep calm, как говорится, и просто ждем начала матча. Осталось тут буквально, секунд 30 примерно, и посмотрим, кто лучшая команда этого сезона. Красные сейчас будут смотреть. Проходишь, братан. Красные на камень там прыгают. Покаверьте меня. Я ползу под ним, парни. Полетел. Вот всё норм. Я Так, подползу они под все ним. пока все еще в граунде все. Я ползу под Один ним. в туалет перебегает. Один в толчке. Пока бесперспективно особо. Брутфорсы смотрит на Fireflag с гранатами, тоже играет. активно. Пометки можешь. Я не вижу твои метки. Другой часть карты замес пошел, Брутфорсы пока взрывают. на Fireflag. Не-не, они в меня кидают хае. Найс. нокнул! Видим медную игру. Один в туалете. Два нокнул, я два нокнул. Всё, в туалете Надо лаз. ехать, надо Выйдите ехать. ко мне. Где твоя тачка? Я здесь, я у вас. В толчке лаз был. Забирайте. Поехали. Хорошо. Закатывайте под толчок. Готовится принять Лакса. 3 килла в копилку. Закатывайте. Кровь из нас, нужно сейчас эти очки брать. Поехали, сейчас по-любому полезет парень. Парни, не дайте добить. Бейте, блядь, зайдите. Я убил его. В меня два заезжают. Смотри сейчас, смотри в них была, сейчас пикнет. Они катают, да, ебать, они агро. На меня заехал. Убил. Найс. Добить. Найс. Нигба не БК. Я тачку почти взорвал, челу. Там даже БК поправка чекает. будет. Матик меня БК забрать, чекает. Матик меня забрать. Я чекаю БК. Так в БК не фул, нас 4, БК не них фул. 2 минимум. Выебал БК. Настя, надо под них, надо под них сыграть. Поехали под БК. Мы сейчас можем игру проебать из-за этого. Да, не надо, парни. Надо да. медленно, Тут аккуратно. Сейчас расслабьтесь чуть. Надо БФ начекать, нет? БФ надо точно поехать въебать. Поехали все вместе. Меня на даче забрать. Ко мне на дачу. Серег, едь первым, мы заедем. Давайте, я еду. Да, он за деревом передо мной. Препод. Спалился здесь перед командой TS. Его Всё, убили, я убили, под них убили. заезжаю. Играть медленно. Надо обратно растянуть, нет? Я обратно растягиваю. Просто дабнем. Давай, я 6. Парни, в разные стороны Он за УАЗиком где-то. Я в середину кидаю. Team Spirit. Слева, Я видел оттуда. справа от Вазика залетела открытого. Уже кулаком. Парни, я катаю лево. Горосянин, всё время. Горосянин. Я сейчас катаю смоков раскидаю нам. Момент истины этого. Так Серега, если слева угол возьмет, или мы с Серегой, мы можем их просто... Нет в этом раунде? Да. Мне кажется, нам нужно парню резко дать два угла просто. Окей, я могу по смокам мутиться к ним в упор и потом Ко мне, скрыться после вас. кто-то. Сядьте, ко мне кто-то, сядьте. Давай я. Давай ты. Так-то если Серега налево сыграет, мы сами можем влево играть, нет, с Булатом? Да.
его прицеле. Я дал 2 смока, сейчас У меня поеду. хаешки есть, могу накидать чуть-чуть. Передо мной хаешка залетела. Парни, я еду в смок. Бегает вперед, коробочка. Я полево ползу тогда под тебя играть. Фейк смоки, по-моему, со стороны Team Spirit пошли. Фейкуют они, хорошо давят. Знают о позиции пиздам. противника. Я сейчас дам всю инфу. Я сейчас дам всю инфу. За УАЗиком двое. Вот здесь за УАЗиком они. Точная метка. Отъезжают. Один за дропом спрятался. Ровно метка на дроп. Найс, за УАЗиком. Я могу Сереге пробежать. За УАЗиком. Перебегает за дроп. Слева. Перебегает за дроп. Еще один за дроп. Отбежал за УАЗик. Отбежал за УАЗик. Я сейчас справа выйду. А вот за УАЗик отбежал. Я лево смотрю эффект, тебе надо с правым разобраться. Не умрите от него просто. Дайте ему хаешку, парни. Одно хп, блядь. Одно хп. Лазиком. Аккуратнее, эффект лево. Все, правый за... Все, за дроп левый. Наши чемпионы — это Team Spirit. Поздравляем их с невероятным выступлением. Сумасшедший путь был у драконов с самого начала самой первой недели. К этому финалу они шли, и этот финал они забрали. Чемпионы Team Spirit. Руки, пацаны. Ой, бля. Иди сюда. Better luck next time, as you wish. The more trophies incoming. Just believe in yourself, bro. You're a very good player, very smart. Когда была ситуация топ-2, и я такой спохватился, я смотрю киллы у Нигмы и такой думаю, блять, а если они выиграют? И им, типа, чтобы нас обогнать, они должны были нас убить. Но вы же не могли этого знать, как? Смотри, если бы они выиграли, сколько бы поинтов они обогнали нас? На 1. На 1? Ебать. Мне расслабляться нету, мужики, впереди глобал. Ура, ура! Третий игровой день для меня начался очень фигово, потому что в первой катке я вылетел самым первым. Вот, для меня это было чуть обидно, но я собрался с мыслями. Вот, дальше уже вторая игра у нас, мы заехали в хорошую прям позицию, но в итоге не смогли ее дефнуть, крашнули нас турки, и мы сыграли плохо. По остальным мапам все было отлично, кроме Мирамара вроде, в котором мы решили закрутить в правую зону верхнюю, но чуть не повезло нам. И последняя катка это был просто разрыв всего. Просто эмоции были нереальные. Вот, концовка с Нигмой все видели, я думаю. Кстати, хорошая зона была для нас. Прям на наш спотик так аккуратненько чуть дала зона. В принципе, третий финальный день прошел, средний. Но последняя игра, я думаю, запомнится на всю жизнь. Перед играми настрой был у всех заряженный, боевой. Вообще планировали с первой игры жестко поинты набирать. Но так набирали последние, подрастроились. Но тут, всегда реально на последней катке, вот именно в этой команде Team Spirit, с последней катки все решается. И проходка, и на квалах, и чемпионство. Все с ластовой катки. Я после первого дня уже, мы топ-8 закончили, я был убежден, что мы выиграем. Я не знаю, у меня просто внутреннее предчувствие такое было. Верили, что даже когда писы нас обогнали по поинтам, они не сделают какую-то вау-катку, они не смогут, потому что они реально боятся. Там вообще новая команда, они, не знаю, они пока еще неопытные, не сыгранные, я думаю. Ласкатка, прок был домашний, потом в моменте ушла левее, уже не так приятно стало. Забрали амбары, а потом с амбаров ушла в тот кемп, в котором мы изначально сидели. Чуть тоже так стало неприятно, но вроде ситуация была играемая. То есть зона закрылась, фаерфлаксы заехали в туалет, я подъехал, закидал, мы запушили просто, сайт освободили. На X3 пошли пушить Нигму или кого-то там на горе. Мы под это подъехали, пару поинтов подфармили спокойненько. В целом ситуация была все под контролем. Там эффект напрягал БФов, там Берила, что-то они там в шоке сидели, сами говорили. И в целом уже зона прокнула лейт. Инфа была кого сколько. На меня заехал Нигма, я его один в один убил. Есть инфа, что сольник БФ. Фулкой садимся в машину, крашим его, убиваем. Так, ладно, Рауф застилил килл. Ситуация была такая в ластовом файте. Кицун заехал под дерево, собрал инфу, так скажем, ноком своим. Эффект под это закинул хаешку, скрылась крыса под это из РБ.
Ну и зона выжимала правых эффектом, я думаю, убил его. И я Лосова убил, когда он по эффекту стрелял. Поэтому там, наверное, судьба так решила. А в третьем многие команды совершали просто странные действия, непонятно, чем занимались по карте. Это в большей степени команды, которые уже точно знали, что они никуда не прошли. И много было неразберихи по карте. И мы командой каждые 3 дня понимали, что нам сделать, как нам сыграть. Мы набирали свои очки, в целом это и привело нас к победе, я думаю. Результат турнира восхитительный, потрясающий, прекрасный, невообразимый, феноменальный, душераздирающий в какие-то моменты, нервозный, но планомерный. Я бы сказал, что ключевым фактором стало то, что как раз мы больше готовились, больше обсуждали, что нам конкретно сделать в тех или иных зонах. Мы смотрели очень много игр, мы пытались строить свою игру прям буквально с нуля. И потому что ни я, ни Матик, да, который соколер, мы никогда не играли от центра. А этот турнир мы сыграли полностью от центра. Считаю, у нас получилось очень хорошо. И думаю, мы отлично поработали. Мы играли хорошо по карте, у нас все то, что мы делали, над чем работали, все в целом получалось. Где-то были какие-то микро- и макро-ошибки в каких-то моментах, но в целом мы почти все свои игры доигрывали на максимум, кроме там паре-тройку игр. Но в целом, выиграли финал, результат в целом удовлетворительный, не без валидола. Когда выигрываешь финал, всегда хорошо. Я думаю, залог нашей какой-то стабильности в финале был в том, что мы погорели на всех ошибках во время лиги. То есть мы очень много пробовали, очень много нового пытались внедрить. Там у нас даже были ситуации, когда мы пробовали сделать одно и то же несколько раз, каждый раз получали 0 поинтов, но понимали, что это, скорее всего, сработает в финале. И так в целом получилось. Там была игра очень похожая. Думаю, это стало как бы залогом нашего успеха. Ну, это просто обычный финал, где тебе просто нужно набирать очки для того, чтобы выиграть. А так, стабильная игра и понимание, что происходит на карте. И в целом на этом все. Основной фактор победы, наверное, ментальная составляющая. Мы просто понимали, что нужно хорошо командно играть, что сила как раз в нашей такой командной сплоченности какой-то, что сила вот в 4 игроках у нас. Финалы, они всегда такие, они очень много лайва, все кемпы заняты. Я думаю, что тут индивидуальность отходит больше на второй план и решает то, как ты взаимодействуешь как 4 игрока, как команда и как вот единое такое звено. Были, наверное, моменты, где мы могли сделать что-то лучше, больше разобрать, больше потрудиться в каких-то моментах. Но, думаю, это не прям сильно бы повлияло на итоговый результат. В целом, я думаю, что наша команда была полностью готова к финалу. Главный вывод из турнира, что несмотря на то, как идет твоя первая неделя, вторая, третья, у тебя всегда есть финал, и там все будет совсем по-другому. Сейчас в финале стрельнули не те команды, которые играли хорошо всю лигу, а другие. Поэтому, друзья, не сдавайтесь. Друзья, не сдавайтесь. У вас все получится. Неожиданный камбэк во второй день дали команда ZS Esports вроде они. Во второй день набрали примерно столько же поинтов, как и мы во второй, чуть меньше. Но в целом парни из Qual прошли по МСЛ, с МСЛ в гранд-финал. Поэтому это базовая история, не они первые, кто так делает, но это достойно уважения, я считаю. Хоть они и команда, которая нам не нравится по плейстайлу, она нам очень часто мешала на лиге, но это не повод не выразить им респект за такой шаг, наверное, в их карьере. Сейчас мы поедем по домам, и будем готовиться оттуда, к Малайзии. Насчет буткемпа, будет ли он, мы еще не знаем, но я думаю, скоро соберемся и обсудим это. Вернуться домой, чуть-чуть отдохнуть и начинать готовиться к ПМГЦ, потому что на ПМГЦ будет еще сложнее, чем здесь. Но еще приехать домой, покушать борща и оливье. Я хочу поблагодарить всех искренних и верных болельщиков Team Spirit, которые в любую минуту поддерживали нас, независимо от результата. Таких, если честно, мало было, потому что что-то было не так. Очень много хейта виделось в нашу сторону. Хочу еще поблагодарить команду, также менеджмент организации, спасибо, оператору, всем спасибо. Также передаю привет родителям, спасибо, что поддерживаете, болеете. Всем спасибо, кто поддерживал. Увидимся на ПМГЦ, продолжайте болеть за нас, болеть за Team Spirit. Всех обнял, приподнял, всем пока. Спасибо моей команде, спасибо моей любимой Диане, я тебя люблю, мое счастье. Спасибо моей семье, которая поддерживала, и всем нашим болельщикам. Итог какой? Мы все однодружная, любящая семья. У нас все по-простому. Мы делаем плохо, вы нас бьете,
все наши фэны. Вот, но вы где-то вот на подкорке вы понимаете, что все по плану. Так и продолжаем.